Друзья, всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. И с наступающим всех Новым годом, конечно же, желаю вам счастья в новом году. И чтобы, если на нашу парфюмерную тему, чтобы вам всегда попадались только классные ароматы, которые вам нравятся, и чтобы ни одного парфюмерного кошмара. Все, друзья, обращение новогоднее закончено, давайте приступим к ароматам. Мы поговорим про белоцветочные парфюмы. И, вы знаете, у меня с ними довольно долгое время не складывались отношения, потому что либо они какие-то слишком вот такие природные, индольные, либо мне попадались какие-то слишком синтетические, и я не могла выбрать. Но тут лучшее, на мой взгляд, из лучшего. Давайте приступим, но сначала не забудьте подписаться на телеграм-канал. Там я дублирую все эти видео. И еще мой промокод в рандеву, 10% скидки, 10 в Викторе на все суммируется со всеми уже существующими скидками и акциями на сайте. Все, давайте приступим. И первый аромат. Долго-долго у меня не складывалось с этим брендом. Это Мюглер. Это Элен в туалетной воде. Что важно, тут просто натуральный жасмин, но такой очень причесанный. Ни грамма индольности. Он немножечко, гурманский, потому что есть сладость в базе, но вначале тут освежающий бергамот. И от этого получается такое ощущение вот цветущего куста жасмина за счет освежающего бергамота в начале. Аромат, который я в ближайшие вот в эти вот дни просто влюбилась в него заново, потому что мы сейчас в квартире в другой. Она находится недалеко от моря, но здесь установлена система кондиционирования и воздух намного суше. И я поняла, что Госа от Jeroboam лучше открывается в более сухую погоду. Но высокая влажность ему все-таки не идет. Это такая красивая тропическая тубероза. Да, я почувствовала наконец-то тут просто смесь тропических фруктов, но это не свежие фрукты, вот прям такие сочные, а это сочные, но скорее уже такие сухофрукты. Продаются, знаете, сушеные манго, ананасы, особенно вот в Таиланде много таких фруктов, сухофруктов. Вот я прям чувствую сейчас это. И тубероза молочная, сливочная, с шоколадными немножечко пачули. Очень красиво. Так. Это легенда, это Gucci Rush. В какой-то момент я просто влюбилась в этот аромат. Он для меня персиковый, белоцветочный и с таким кремовым подтоном. Да, тут есть такая нота, которую называют пластиком. Но вы знаете, я в курсе, что этот аромат когда-то считался просто верхом эротики и соблазнения, а мне он кажется очень нежным. И этот пластик, который называют пластиком, я скорее чувствую как какой-то освежающий оттенок персика. Но, возможно, есть что-то вот в нем немножечко синтетическое, но приятное. Такое бывает. Он какое-то создает ощущение чистоты. Вот в Blanche Bette такое, кстати. Я ее взяла же в эту подборку. Раз уж мы о ней заговорили, то давайте ее и найдем. Друзья, стремительно уходит свет, и я так долго тут настраивала все. Очень хотелось снять, так сказать, ближе к природе. Мы сейчас на террасе. В общем, Liquid Imaginary, Blanche Bette. Вот здесь тоже есть, ни в коем случае ароматы не похожи, но здесь есть вот этот вот немножко синтетический оттенок, но здесь это скорее такие, знаете, из интернет-магазинов, из люксовых приезжают посылки, обычно там коробочка такая красивая, потом еще такая бумажка шуршащая, потом у нее еще коробочка. И вот есть этот аромат картона такого дорогого, с дорогой краской, но здесь еще есть тубероза, она тоже сливочная, как в Госа, и есть оттенок маслянистого кокоса, немного гурманского, сладкого. Аромат необычный, красивый, но вслепую не рекомендую, потому что он либо прямо любовь, либо может вынести мозг. Ну вот опять же, если передозировать, перепшикаться. Мне очень нравится.
Я его люблю, но как-то Ульяшке отдала такой же тревел, и она просто им полилась, она его на себе не чувствовала. Я поняла, что он может душить, особенно вот, тех, кто рядом, да, а ты сам можешь даже не чувствовать. Fleur de Santal от Art Collection. Это очень необычное сочетание свежего и теплого, но вот такое я не встречала нигде. Это уникальный аромат. Здесь старт, я чувствую тут мыло, да, и поэтому у меня сразу же возникает ассоциация с нероли, свежими, красивыми нероли, немножечко с зелеными. Потом здесь идет ирис, здесь есть нота молока, и аромат становится к средним нотам, где-то минут через 15. Он становится теплее, он становится таким кремовым, немножечко пудровым. В базе есть сандал, и я вот опять же именно здесь, вот в этой квартире, даже не вот на улице, именно в квартире, где сухой воздух, немножечко услышала вот эти рассольные, прям совсем слегка нотки сандала, но я прям их выискивала. Я тут сейчас тестирую ароматы, понимаю, что здесь они могут звучать иначе. Есть, то есть те, кто говорят, что на них прям рассол, я думаю, что это зависит от химии кожи и от того, в каком климате, даже не только в климате, вот прям реально в квартире, вот в этой, сухо, да, от кондиционера, сухой воздух, и он открылся по-другому. Поэтому все споры, которые у меня под видео, на фрагрантике, вполне обоснованы, потому что реально аромат открывается по-разному. Так, это просто классика, это L'Instant от Guerlain, моя любовь с раннего возраста, с 23, что ли, мне было, когда он у меня появился. И я хочу, чтобы он у меня был всегда, потому что это очень женственный. Он такой сложный, он необычный. Я думаю, вот те, кто не знаком, да, с этим ароматом, они могут даже думать, что это какая-то современная ниша. Тут белые цветы, тут очень необычное яблоко, оно больше дает такую сочность аромату, свежесть, но вот прям как яблоко не ощущается. Оно придает аромату вот именно необычность. Белые цветы, какой-то букет, да, может быть... Может, чувствуется, конечно, жасмин, но не ярко, да, то есть тут именно букет цветов. И стандартная, красивая база Герлена с ванилью, с древесностью. Очень его люблю всегда хочу, чтобы он был со мной. Так, Narcotic Way от Насамата. Этот аромат я надевала на свою свадьбу. Но я хочу сказать, что это была моя вторая свадьба, но с одним и тем же мужчиной. Вот такая интересная история. Это я к тому, что это все-таки не аромат вот такой нежный, когда обычно, да, то, что говорят невеста, вот представляют себе это белое нежное платье, нежный макияж и так далее, и так далее. Это скорее более конкретный аромат. Он такой заявляющий о себе, он скорее для женщины, которая знает, кто она, чего она хочет, и она точно уже уверена в своих действиях, в своих решениях. Все-таки вот в этой вот в нежности, в мягкости есть какой-то оттенок неуверенности. Да? Я не в плохом смысле, но образ рисуется вот такой. Просто когда ты уверен, ты такой резкий, четкий, с конкретной целью. И вот это такой аромат, он отражает именно это настроение. Он очень громкий, тут тубероза фруктовая, ей все и стартует. Тут хорошо слышно лилия и специи в базе, и их можно даже принять за мускус, но я понимаю, что это прям такие белые цветы, утопающие в специях. Тут жасмин, тубероза и лилия. Лилия ощущается, если у вас с лилией не очень, то не надо. Еще один от Art Collection, это The Queen of Sheba, и они похожи с девочкой Килиана, но тут больше фруктового, персикового табака. И здесь, знаете, скорее вот, у меня всегда сравнение такое, что в девочке все стартует очень легко, нежно, белые цветы, персик, османтус, а потом появляется в базе табачность. Извините вот за вот этот шум,
что-то как-то машины разъездились под вечер. А потом появляется табачность, но, опять же, эта табачность чувствуется не во всяком климате и не на всякой коже. У меня у Ляшки девочка Килиана почувствовала вот недавно, по-моему, в холодную погоду он открылся или в жаркую, не суть. Вот, а здесь все стартует уже табаком. Я бы сказала, что такое-то? Я бы сказала, что здесь плохая девочка становится хорошей, потому что заканчивается этот аромат такой фруктовой, персиковой, с персиковым таким превалирующим оттенком, с жвачкой, очень нежно, так по-девичьи, но стартует фруктовым табаком, с османтусом. Ну, османтус вот этот персиковый, он и чувствуется и в конце аромата. Так, Валая. Вы знаете, Валая от Parfums de Marly, я бы ее отнесла к Narcotic V, вот к этим ароматам уверенной в себе женщины, которая вот берет от жизни, что ей надо. Тут белые цветы, довольно абстрактные, медовость есть, сладость этих цветов, она вот такая медовая, тягучая, томная, но к базе тут появляется минеральность, то есть такой оттенок именно твердости, жесткости, уверенности, стремительности. Не все, конечно, смогут такое вот на себе носить, но попробовать стоит. Мне нравится, но, опять же, да, не на каждый день, потому что, ну, мне хватит вот такой вот миниатюры. Что-то вот цветы, ой, цветы, говорю, вот эти вот штучки у меня как-то мигают в кадре. Ладно. Так, еще одна белоцветочность, тоже густая, насыщенная. Это Black Ananda от Микалев. Мне тоже хватает вот такой вот небольшой миниатюрки. Это вообще был подарок, мне прислала Таня из Германии очень давно, там с многими ароматами был вот этот вот. Очень редко им пользуюсь, потому что не везде такое можно, хотя мне нравится. Но он громкий, он заполняет всю комнату. Это белые цветы. По-моему, тут тубероза есть громкая. Он пудровый, он шлейфовый. И вот ему правда подходит название Black, хотя аромат белоцветочный. Ну, потому что он такой насыщенный, такой густой. Прям кажется, что можно вот воздух так вот загребать, когда этот аромат в воздухе слышится. И в нем, да, надо сказать, что в нем, наверное, есть какой-то оттенок, который называют ретро. Мне кажется, что есть что-то. Хотя я не спец в ретро, я только знаю по отзывам, когда говорят, типа, вот это ретро, я такая, ну, будем знать, какое вызывает впечатление. Quattro Pizze от Касамарати. Это тубероза, опять же, тубероза с зелеными нотами, но она сливочная, то есть тут есть такие контрасты в аромате. И есть сладкий кокос, сладкое масло кокосовое. Вот этим вот маслом они похожи с Blanche Bette. Вообще ароматы разные, но по настроению похожи. Но я знаю, что есть люди, которым очень нравится Quattro Pizze, например, но вообще Blanche Bette никак, и наоборот. То есть не могу сказать, что если вам нравится этот аромат, то Blanche Bette тоже обязательно понравится. Нет. Но они перекликаются. Большая разница, что здесь есть в верхних нотах какие-то вот такие зеленые, терпкие ноты, а здесь есть вот это вот синтетическое. Кстати, там нота Mystical в Blanche Bette называется. Очень подходит. Ой, ну это такая милота, вот это такая милота. Вот это, мне кажется, могло бы быть ароматом невесты, такой вот нежной, летящей, мягкой, романтичной. Да, вот, романтичный, хорошее слово, забыла что-то я его. Это Ариана от Parfums de Marly. Опять-таки, хорошо удаются, да, белые цветы. Мне больше нравятся белые цветы у Parfums de Marly. С длинными у меня сложно. Это Fleur de Orange. Свежий, немножечко такой зеленый. Потом тут в базе маршмеллоу, зефирки. Я прям чувствую тут ноту жженого сахара. То есть я бы на месте маркетологов туда включила сахарную вату. Очень бы подошло этому аромату. И в нем есть как будто бы нота нероли, какая-то вот есть. Я чувствую здесь как будто бы немножечко
аромат мыла, но кускового, не вот когда ты уже руки намыливаешь, да, вот такая альдегидность, вот когда руки намыливаешь, очень это альдегидами отдает. А здесь именно вот кусок мыла, да, не ролевого, вот здесь такое есть. Но сладость тоже есть. И причем оно как-то гармонично. Это не так контрастно, как в Синтре. Более сбалансировано. Последний аромат. Ой, я за 16 минут, друзья. Я, наверное, все равно распадаюсь уже на пиксели. Ну, простите меня. Ой, зато смотрите, как видно красиво вот эти вот. Теперь видно огоньки. Так, это Fleur du Mal от Dries Van Noten, Османтус с кожей, прям вот очень откровенно звучат эти две ноты, и как будто бы есть в аромате немного табачности, как будто бы есть, может она и заявлена, я не помню, но я прям чувствую хорошо табачность и персиковый османтус. Это очень красиво, и это чем-то похоже на The Queen of Sheba о Good Girl Gone Bad от Kilian, чем-то напоминает, но именно вот по направлению, да, потому что и османтус, и табачность, и вот эти вот переходы от персиковости к такой более тяжелой базе. Даже тут вот не переход, они как-то вместе звучат, да. Если вот здесь вот такая есть наклонная, по которой, да, Good Girl Gone Bad, либо здесь наоборот Bad Girl Gone Good, то здесь нет, тут сразу это все звучит. Мне нравятся ароматы Dries Van Noten, они всегда звучат очень красиво, очень дорого и классно, и они нравятся. То есть есть, знаете, ароматы, которые удивят, но носить ты не понимаешь, куда это. А эти прям очень носибельные, красивые, ну, по крайней мере, то, что я пробовала. И, ну, вот его даже можно на каждый день. То есть он не будет все заполнять, душить и, так сказать, перебивать всех. Вот этот будет. Ananda Black от Микалев. Боже, ну это все равно красиво. Это же тубероза. Мне кажется, это тубероза. Немножечко, кстати, индольная. Вот тут есть чуть-чуть индольности. Вот, кстати, когда совсем капелька индольности, я люблю. Друзья. Ну что, еще раз вас с наступающим. Я, конечно, я думаю, что еще запишу видео, может, даже 31 декабря, какое-нибудь хотя бы коротенькое, да, чтобы всех поздравить. И я буду в новом аромате. Пока я не знаю в каком. Это немножечко интрига. У меня есть один, сейчас он лежит. Там ждет 31-го. Белоцветочный, кстати. Но я еще один заказала аромат. И для меня, для самой интрига, привезут мне его, успеют или нет. Вообще я заказала еще на прошлой неделе, в выходные. Но не все так просто. Все, друзья, спасибо, что были со мной, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, на этот канал. Пишите комментарии, как у вас с белыми цветами. Напишите, вот что такое. Вот я прям села записывать видео, честно вам скажу, началось. Напишите свои шедевральные белоцветочные ароматы. Я с удовольствием узнаю, попробую что-то новое, потому что белые цветы, они шикарные, они элегантные, они и сексуальные, и соблазнительные одновременно, да, вот в них и есть это сочетание. Но вот я говорю, я натыкаюсь часто на то, что они для меня либо слишком синтетические, либо слишком натуральные и индольные. Все, спасибо, друзья, что были со мной. Надеюсь, что вы меня фините. Все, хорошего вам настроения. Обязательно будьте счастливы. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.